Всем привет! Вы на канале Планета Земля. И сегодня мы поговорим о хурме. Что мы знаем о ней? Осенью, когда погода окончательно портится и дни становятся короче, она появляется на прилавках почти внезапно. Кто-то ждет ее весь год, любит мягкую сладкую мякоть, ест ложкой и радуется каждому плоду. Другие обходят стороной, вспоминая, как она вяжет и стягивает рот. Но мимо нее все равно трудно пройти. Слишком уж заметный этот плод. А что за плод? Как растет? Как цветет? Откуда появляется? Да еще и поздней осенью. И почему хурма такая разная? Почему вяжет? И полезная ли она вообще? Вопросов много. Поэтому здесь и сейчас мы поговорим о ней поподробнее. Поехали! Хурма относится к роду Диаспирос. Это большой род субтропических и тропических деревьев и кустарников семейства эбеновых. В него входит несколько сотен видов. Часть из них дает съедобные плоды, а другая ценится за древесину. Род Диаспирос распространен широко. Это пантропический род. Это род растений, который встречается во всех тропических регионах мира, без привязки к одному континенту, чьи представители встречаются в тропических дождевых лесах, сезоновлажных лесах, саваннах, субтропических горных лесах и даже в умеренных зонах. Среди листопадных видов, живущих в более прохладных регионах, выделяют близкую группу – хурму виргинскую, кавказскую и восточную хурму. Эти виды встречаются в смешанных широколиственных, теплых, умеренных и субтропических лесах Америки и Евразии. Название рода произошло из греческого языка и переводится как «пища богов» или «божественный огонь», а слово «хурма» в русский язык пришло из фарси, что означает «финиковая слива». Так изначально называли кавказский вид хурмы, плоды которой в сушеном виде действительно напоминают финик. Деревья хурмы могут быть листопадными или вечно зелеными, в зависимости от вида. Высота от нескольких метров до 20. Листья простые, очередные, с заметными жилками. Жизненный цикл дерева хурмы связан прежде всего с его цветением. У большинства видов Диаспирос цветки разделены по полу. На одних деревьях формируются женские цветки, на других мужские. Мужские цветки небольшие, собраны в группы по 3-5 штук и появляются чуть раньше. Женские крупнее, одиночные, с мощной чашечкой, из которых позже формируется плод. Опыление происходит насекомыми, и именно оно определяет, каким будет плод. Если цветок опылен, внутри плода формируются семена, а мякоть становится плотнее и менее терпкой. Если опыления нет, семян не образуется, а плоды чаще получаются терпкими до полного созревания. Такие деревья дают привычную нам вяжущую хурму. Листья дерева к осени желтеют и опадают, но плоды остаются, держатся прочно и нередко висят до ноября или даже декабря. В этот период дерево выглядит особенно характерно и необычно. Голые веточки и десятки ярких ягод, вызревающих уже без листвы. Плод хурмы с ботанической точки зрения – это мясистая ягода с плотной чашечкой и 1-10 семенами. Самые ранние следы оккультивирования хурмы ведут в Китай. Восточная хурма, Диаспирос каки, выращивалась там не менее 2000 лет. И именно Китай стал центром ее ранней селекции. Здесь отбирали крупноплодные формы, сладкие сорта, растения с большой урожайностью и лучшей устойчивостью к климату. Из Китая хурма постепенно распространилась в соседние регионы. Сначала в Корею. Туда ее завезли, вероятно, уже в раннем средневековье. Следом в Японию, где культура хурмы получила отдельное развитие. Сортов стало больше, техника выращивания усложнилась, появились собственные местные линии и способы сушки, которые впоследствии стали традицией. Из Восточной Азии растение прошло путь на запад. Первые попытки интродукции хурмы в Европу относятся к 18 веку, но массовое распространение началось только во второй половине 19 века. Тогда восточная хурма успешно прижилась в климате Франции, Италии, Испании и на Черноморском побережье. В этих регионах хурма быстро стала садовой культурой. В США хурма появилась примерно в те же годы, но ситуация там была иной. На территории Северной Америки уже рос свой местный вид – хурма виргинская. Она не только выдерживала морозы, но и была частью естественных лесов. Восточная хурма оказалась хорошим дополнением. Более крупные плоды, приятный вкус, новые возможности для селекции. К Кавказу и Малой Азии
хурма пришла двумя путями. Кавказская хурма росла здесь изначально, но восточная хурма была завезена позднее, в период активной торговли и сельскохозяйственных обменов. В 20 веке ее культивирование активно развивалось в Турции, Иране, а также в Советском Союзе, прежде всего на Кавказе и в Крыму, а также где климат позволил быстро расширить площади посадок и закрепить хурму как важную плодовую культуру региона. В 20 веке важную роль в культивировании хурмы сыграл Никитский ботанический сад. Здесь систематически изучали род Диоспирос, создавали коллекции, проводили скрещивания и адаптировали растения к условиям, отличным от восточноазиатских субтропиков. Работы выполняли специалисты отдела субтропических культур, среди которых известные исследователи Еременко, Рыбальская и сотрудники группы интродукции. Они изучали фенологию разных видов, определяли устойчивость к морозам, анализировали пригодность подвоев и проводили первые попытки межвидовой гибридизации. Основная задача стояла практическая – объединить вкус и размер плодов восточной хурмы с морозостойкостью виргинской хурмы и выносливостью кавказской. В течение нескольких десятилетий специалисты вели точные наблюдения за ростом растений, временем цветения, поведением в зимние периоды и стабильностью плодоношения. В результате было создано и испытано около 10 сортов и гибридных форм, адаптированных к условиям Юга СССР. Среди них наиболее известны россиянка, Никитская бордовая, гора Гаверла и гора Романкош. Коллекция Никитского сада включала также десятки зарубежных сортов – японские, китайские, корейские и американские. Они служили эталоном для сравнения материалом для дальнейших скрещиваний. И на данный момент современная география выращивания хурмы охватывает почти весь субтропический пояс и часть умеренных зон. Главный мировой производитель – Китай. На него приходится более половины урожая хурмы на планете. За ним следует Южная Корея и Япония. В Европе основными производителями считаются Испания и Италия. Испания стала одним из крупнейших экспортеров благодаря промышленным насаждениям сорта Роха Бриллианта. Значимые объемы выращиваются в Израиле, Турции, Иране и Азербайджане. Эти страны стоят за значительной частью поставок на рынки России и Европы. Грузия и Армения продолжают выращивать хурму как традиционную региональную культуру. Выращивают хурму в России и Украине, пусть и не в промышленных масштабах, в основном на юге, где климат позволяет дереву проходить полный цикл от цветения до сбора урожая. В странах Центральной Азии хурма распространена особенно широко. Узбекистан выращивает ее как для внутреннего рынка, так и на экспорт, преимущественно сорта восточной хурмы и местные формы, хорошо переносящие засушливый климат. Казахстан выращивает хурму в южных регионах, на Чарынской долине, в Алматинской области и местах с мягкой зимой, где климат позволяет стабильно получать урожай. В странах Америки хурму производят в США, Бразилии и Чили. В южном полушарии плантации имеются в Австралии и Новой Зеландии. И по разнообразию сортов хурма относится к числу наиболее вариативных плодовых культур. Только у восточной хурмы существует более 1000 сортов и локальных форм. Они различаются по размеру плодов, способности вяжущих сортов становиться сладкими после дозревания, плотности мякоти, окраске и количеству семян. Кто-то скажет: а где королек и шарон? Они же самые вкусные. В быту под словом королек чаще всего понимают группу сладких сортов восточной хурмы, происходящих от старинной японской линии хиакумы. Их особенность в том, что сладость не зависит от мягкости. Если цветок опылился, мякоть темнеет, получается шоколадный королек, который почти не вяжет. Если опыления не было, плод может оказаться терпким, хотя выглядит так же. А шарон – это не сорт, а торговая марка. Это израильская селекционная линия восточной хурмы, созданная специально для экспорта. У нее минимальная терпкость, тонкая кожура, отсутствие семян и стабильная сладость даже в твердом состоянии. По сути, это улучшенная восточная хурма, сделанная для того, чтобы покупатель всегда получал предсказуемый вкус. Ну а все-таки, почему хурма-то вяжет? Терпкость хурмы связана с высоким содержанием танинов.
группы полифенольных соединений, которые растения накапливают в тканях плода. Главную роль играет вещество шибуол. Его молекулы активно связываются с белками слюны и образуют плотные комплексы, которые воспринимаются рецепторами как стягивающее, вяжущее ощущение. Тот же механизм лежит в основе терпкости крепкого чая, красного вина или какао, но концентрация танина в некоторых сортах хурмы значительно выше. Количество танинов зависит от сорта и степени зрелости. У недозрелых плодов они растворимы и легко взаимодействуют с белками, поэтому вкус особенно вяжущий. По мере созревания танины переходят в нерастворимую форму, объединяются в крупные структуры и перестают активно реагировать со слюной. В результате вкус становится мягче и слаще. Наличие семян тоже влияет на вкус. У опыленных плодов, где формируются семена, танины нейтрализуются быстрее, поэтому такие плоды вяжут меньше. Вообще терпкость – защитный механизм растения. Пока семена не готовы, плод остается неприятным для поедания. Созревание снижает концентрацию активных танинов, сигнализируя, что семена сформировались и плод можно употреблять. И именно поэтому вяжущая хурма фактически означает незрелость плода. Самое интересное в том, что большинство сортов хурмы собирают недозревшими. Это делается по двум причинам. Во-первых, спелый плод слишком мягкий и не выдерживает транспортировки. Во-вторых, в процессе логистики плоды постепенно дозревают сами. Если их не сорвать заранее, на рынок они просто не попадут. Поэтому на прилавках нередко оказываются ягоды, которые физиологически еще не готовы к употреблению. Но есть несколько простых способов исправить ситуацию и довести плод до съедобного состояния. Самый надежный – использовать этилен – естественный растительный гормон созревания. Хурму кладут в плотный пакет вместе с бананами или спелыми яблоками, герметично закрывают и оставляют на 2-3 дня. Этилен ускорит разрушение танинов, а мякоть станет мягкой и сладкой. Еще один способ – это заморозка. Если положить плоды хурмы в морозилку на сутки, а затем разморозить, часть танинов перейдет в связанную форму, и вяжущий эффект исчезнет. В домашних условиях также помогает выдерживание плодов при комнатной температуре до естественного размягчения. Некоторые используют горячую воду. Хурму погружают на 20-30 секунд в теплую или почти горячую воду. Танины частично свертываются, и вкус становится мягче. Но если уж плод очень терпкий, можно просто подождать. Чем ближе к физиологической зрелости, тем меньше активных танинов. Даже сорванная хурма продолжает дозревать, и ее вкус значительно меняется со временем. А кто не спешил и дождался, тот забирает все, ведь в хурме столько всего полезного. Хурма выделяется прежде всего высоким содержанием растворимой клетчатки. Это тип пищевых волокон, который работает сразу в нескольких направлениях. Помогает формировать нормальную консистенцию кишечного содержимого, поддерживает стабильную работу толстого кишечника, замедляет всасывание углеводов и дает более длительное чувство сытости. Для людей с нерегулярным питанием или склонностью к скачкам сахара это особенно важно. Минеральный состав хурмы тоже не случайность. Она один из самых доступных природных источников калия, который участвует в регуляции сердечного ритма, поддерживает работу мышц и нервной системы. В составе присутствуют магний, медь, марганец, немного железа и йод, причем особенно его много в восточных и кавказских видах. Такой набор минералов делает хурму ценным продуктом в осенне-зимний период, когда рацион человека нередко становится беднее свежими источниками микроэлементов. По витаминам хурма сочетает сразу несколько важных групп. Витамин А и его предшественники – каротиноиды, поддерживает зрение и нормальное состояние кожи. Витамин С участвует в иммунных реакциях и помогает работе соединительной ткани. Витамин Е играет роль антиоксиданта. В составе есть фолиевая кислота и несколько представителей витаминов группы В, отвечающих за обмен веществ и состояние нервной системы. Отдельно стоит отметить флавоноиды – растительные соединения, которые защищают клетки от окислительных процессов и участвуют в регуляции воспалительных реакций. Хурма – полезный плод, но к нему стоит относиться внимательно. Основной риск связан с танинами. При избытке они могут формировать плотные комки, безаары, особенно если есть хурму на голодный желудок и быстро. Поэтому людям, склонным к запорам с геморроем или сниженной моторикой кишечника, лучше ограничить порции и выбирать мягкие плоды.
Из-за высокого содержания сахаров хурма требует осторожности при диабете. Высокий калий может быть нежелателен при заболеваниях почек. Да и детям старайтесь давать хурму уже ту, которую попробовали сами, чтобы такой полезный плод не запомнился на всю жизнь как что-то вяжущее и невкусное. А вот какая хурма не вяжет совсем, так это сушеная. Сушка – это один из древнейших и самых надежных способов переработки хурмы. Делают это в странах, где культура хурмы существует столетиями. В Китае, Корее, Японии, на Кавказе и в Средней Азии. Принцип везде одинаков. Удаление влаги концентрирует сахара, убирает терпкость и превращает плотный плод в мягкий, тягучий и очень сладкий сухофрукт. Для сушки обычно используют сорта с плотной мякотью и высоким содержанием танинов. Парадоксально, но именно терпкие плоды дают лучший результат. В процессе медленного высушивания танины распадаются, а мякоть становится насыщенной и нежной. Хурму очищают от кожицы, оставляют плодоножку и подвешивают гроздями на веревках. В тени плод сохраняет естественный цвет. На солнце темнеет и становится похож на мягкий финик. А на поверхности высушенной хурмы образуется белый налет. И это не плесень, а кристаллизовавшаяся глюкоза, показатель хорошей сушки. Такой продукт хранится долго, остается сладким и удобен при транспортировке. Она бывает разной, сладкой и хрустящей, мягкой и вязкой, крупной и мелкой и даже сушеной. У нее сотни сортов и десятки способов употребления. Она умеет удивлять и тех, кто знает ее всю жизнь, и тех, кто пробует впервые. И каждый, кто однажды нашел свою хурму, знает, в самой середине холодного сезона можно встретить плод, который всегда поднимет настроение. И пусть нам вяжет мама или бабушка теплые свитера, шарфики и носки, а хурма радует только сладостью, пользой и неповторимым вкусом. Смотрим, слушаем, записываем, подписываемся. Не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами канал Планета Земля.